Всем привет. Мы продолжаем проходить особняк Луиджи 3. Значит, у нас 12 этаж. Это у нас этаж с тематикой пиратства, пиратов. Ну, видимо, что-то с кораблями будет связано. Ладно, поехали. Так. Здесь я, в принципе-то, все уже посмотрел. Давай посмотрим, что это за корабль такой. Почему он весь трясется, и ничего с ним нельзя сделать. А там у нас дверь внутри. Это же дверь, правильно? Так. Профессор звонит. Луиджи, спасибо, что ты как-то дошел до этого, до лодки, что ли. Так, тебе нужно вернуться в лабораторию, и мы обсудим детали позже. Ну, хорошо, да. До встречи. Пойдем обсудим какие-то детали в лаборатории. Не знаю, обязательно. Нет, по-моему, обязательно надо на лифте доехать. Ну, может быть, и телепорт поможет. Ну ладно. Давай доедем. Давненько я там не был в лаборатории у него. Это у нас этаж вот этот. Б1. Паника в селе. Осталось буквально 3 этажа всего открыть. 3 кнопки не хватает. Но я думаю, они будут самыми сложными. Сейчас уже, в принципе, последние этажей 5 игра уже становится далеко не простой. Я вот не помню. Ну-ка. Я вот этот открывал или нет? Здрасте. Да, я тут был. Я помню, что здесь у меня валялся алмаз какой-то. Его причем видно только на 2-м этаже. Вот он тут. Я причем паука затягиваю, а алмаз нет. Погоди-ка. Есть идейка. Я вон там решетку увидел. Вот и все. Я все думал, как же туда попасть-то? Все. Ладно, пойдем к профессору, посмотрим, что он нам расскажет интересно. По идее, вот так вот еще пробежаться, там можно много чего интересного найти. Ну, вот, типа картины, знаешь, посветить. В случайном порядке. Этот я уже подбирал. Да. Он бесцветный, был предпоследним. Ладно, пойдем. Кстати, вот еще вот тут. Да я приду сейчас в твою лабораторию, не переживай. Чему там меня еще научили? По-моему, вот это, да? Осветить никак. Вот здесь вот электрическая штука какая-то. О, это дело мы светим. Та-дам! Вот еще один у нас. А где другой искать? Я что-то вообще без понятия. Ну ладно. Так, пошли к профессору. Если что, на всякий случай можно типа картриджи купить и там все объяснят, где и что искать. Так, Луиджи, я тебя, говорит, ждал. У нас, говорит, тот пропал, да? Он на Тодда показывает, там тот справа сидел наверху. Да, он...
Ты видишь? В общем, он говорит про модификацию моего пылесоса Poltergeist G00, ну он же ГУ. Давай, говорит, мне. Он Тодда отправил с камерой. И у Тодда был вот этот вот апгрейд для моего пылесоса. Давай, говорит, посмотрим, где он. Ага, это камера с глаз Тодда. Знакомая локация, я уже там был. Да. Мы тут с сантехником дрались. Наверху. А он апгрейд потерял тот. Такие ручки маленькие. Все, то ты камеру посеял тоже. Потерял. Угу. Короче, тот, в общем, потерял апгрейд наш и камеру тоже потерял. Типа, его атаковали призраки. Ты, типа, должен его найти. Примерно посыл такой. Иди, говорит, найди его. Ладно, кости мы пока покупать не будем. Пошли Тодда искать. Но, благо я в курсе, где он находится. Я понял, что это за локация. Это у нас... Сейчас мы выйдем. Вот тут. Это у нас этаж B2 называется. Ну, посмотрим, заодно, может быть, там у нас эти, какого есть. Бу маленькие. Так что, следим за вибрацией геймпада. Вот тут он находится где-то. Кстати, локация довольно-таки не маленькая. Мне кажется, придется долго тут бегать. Но там были, по-моему, какие-то двери, которые я еще не открывал. Вот тут наверху я не знал, как туда пробраться. Там кого-то бьют, что ли? Здорово, ребят. Как дела? Ушуршали. Давай-ка мы эти дела. Портреты свои затянем. Я уже не помню, дает? Да, за них немножко денег дает. А где ты, корыто долбаный? О, здрасте. Я понял. Да, тихо, близко. Оп, иди сюда. Дергаем и светим сразу же. Но вот эти вот сильно лупят, конечно, по тебе. Ящики. Дай-ка мы его расколотим до кучи. О, я бы столько денег пропустил. Кости-то брать не на что. Ну как бы есть на что. Фига, это деньги? Ну вот они, малыши. Малыши-бамбурики. Давай. Это что-то в моих портретах. Локация... Да идите отсюда. Локация чуть-чуть изменилась. О. Все. Здоровье восполнено. Блин, а что теперь получается? Каждый ящик, что ли, придется взрывать? Что с тобой? Понятно, что с ним? Так, ну я еще с двух сторон призраки, да, а тут другие атакуют. Тут надо бы как-то... А, ну я с этого ведро сшиб, уже попроще будет. Тихо. Иди-ка сюда. Да, мне арбузом по башке двину. Хрена, давай. Ладно, и так затянул. И еще есть.
Да, он не вылезет, наверное, да, отсюда? Так, ну чё, где он? Ну-ка давай вот так вот. Будем разбивать ваши укрытия. Коль такое дело. Давай, давай, давай. Бам, 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 бам. Готов. Еще один есть. Ну, он там ныкается. Да, по-моему, проще... Фига. Проще разбить укрытие, чтобы... Ой, не ударился. Иди-ка сюда. Ну, давай, тяни. Готов. Хорошо, хоть жизни у них немного. Сейчас, скорее всего, в каждой комнатке будет по подобной заварушке. Мыши. Давай сначала мышей. Хотя что-то я не помню, чтобы здесь ящики были какие-то. Ладно. И банджа, по-моему, тут не было. Чё ты его не спылесосил-то? Ладно. Немножко была. У нас тот по ролику. Он убежал в комнату налево. Ой. Высоко деньги улетели. Бей-ка сюда. Хорош. У нас вот здесь вот еще что-то хранится. Нормуль. Уже 2000 почти заработал. Пойдет. Так, здесь у нас есть Тодд. Давай-ка мы залезаем зеленым сюда. Ага. Подожди. Там надо как-то давление, по-моему, поменять. Чик. И тогда зеленый, получается, у нас по потоку в другую трубу попадает. Может быть, даже не в эту. Ладно, давай сюда залезем. Так, он лезет куда? Вверх. Все, мне вон туда и надо. Так полагаю, малышня тут, да, тусит? Здорово. Угу. Так. Ну давай тогда его. Я уже... Подожди. А что ты ко мне-то лезешь? Иди туда, вон там тебя Луиджи ждет. Ну да, я тут в прошлый раз тут все собирал. Так, давай его поточнее запустим. Блин, это всегда так умиляет, когда он их стреляет этими Тоддами. Они там веселятся, летают, головой врезаются куда-то. Так, Тодда мы нашли. Не совсем понял эту фразу, но я так полагаю, то, что нужно нам найти... Так, старина, давай, пошли отсюда. Нам нужно найти этот, как его, куда он дел. Куда он дел? А вот. Вон он. Всё, и нашли, короче, мы запчасть от пылесоса. Теперь. По-моему, мы вот так вот делали. Достаем. Начинаем свистеть. Стой. Сначала надо тут встать, я думаю. Давай, теперь зеленым. Крутим.
Да, несложная загадка. А этот мешок я уже собирал. А вот это как достать теперь? А, нужно малого туда запустить. Иди ищи. Раз сам потерял, то там и найдешь. Неплохо я его запустил. Я думал, я его на полочку просто закину, и он сам эту штуку достанет. Ну ладно. Он просто ударился зубами в этот перекладину, и она открылась. Ладно, пойдет. Так. Хорошо, работа говорит, тебе нужно вернуться в лабораторию. Окей. А если я малого запущу? О, да, иди-ка сюда. Вон туда прям, башкой. Да, лестница срабатывает. Пошли прогуляемся. А чё он не лезет? Блин, а он тут внезапно появился на мне. Угу. Ну, немного смысла есть, конечно. Тут пройтись. Вот такие вещи пособирать. Так, мало, иди отсюда. О, нихрена тут бабла лежит. Сейчас мы малого еще запустим. Разок. Ну, примерно сюда. Да, такое себе удовольствие с этими призраками драться на маленьких площадях. Да, ё-моё. Попался. Управление, подожди. Направление этого призрака не могу поймать. Падла. Ну, почти. Все, он удрал. Вот-вот, да. Он тебя по текстурам туда-сюда волохает, и ты не можешь достать его. Но сейчас, в принципе-то, воды нету. О, здрасте. Так, ты чё малого-то украл? Он нам закрывается, что ли? Он его тащить собирается. Ты смотри, какая падла. О, отобрал. А где он? Бля, летел. Я думаю, он будет прямо за ним, если что. Раз он только за ним охотится. О. Ну. Попался. Ну и все. В общем, они за малым прям охотятся, все эти призраки, хотя запчасть у меня, ну, как хотите. Рабья ловушечка. А что если мы, допустим, тебя вот запустим куда-нибудь вот сюда? Малыми подбивать, конечно, этот как он. Стены крушить просто им. Малой вообще бедняга.
Ну-ка, ты он прям туда залезешь? Стой. Ну, только ты залез на лестницу, придется мало-то и подождать. Так, у нас Гуиджи. Ты чё зеленый? А, он в воду наступил. У нас Гуиджи проходит через решетки, поэтому можно взять вот этот вот сундук. В общем, еще раз пробежаться по этому уровню, я думаю, стоит, потому что просто тут очень много денег. Бам. Да меня, наверное, этот такого просто в лифты не пустят. А тут был, кстати, сундук, который я не этот какого, который я так и не открыл. Стой. Зеленый, давай тяни рычаг. А тут вода. Так, тогда местами меняемся. Этот сюда, этот сюда. Клик. А зеленый берет. Ну. Все, забрал. Вот как берется этот второй ключик. А почему-то я в прошлый раз и не заметил эту штуку. Блин, столько всего не собрано, оказывается. Оперативненько я их спылесосила. Есть еще? Давай. Опа. И сюда. Они прям с этого, да, как эти? Черепашки валят. Давай еще. Надеюсь, они не бесконечны. Итак. А что там у вас? Самый большой-то призрак будет? Все. Кончились. Я их просто измором взял. Высосал все поколение молодых призраков. А я только этот, за напугайки такие. Вот тут вижу бабки. Мелочи приятно. Дальше пошли. Тут ничего такого нету. Вот мы сейчас малого туда запустим башкой. Иди-ка сюда, дружище. Вот. Где тут стенка-то? Блять. Это дискотека. Я еще подожду. Он пропал? Слушай, они часом не появляются, если ты слишком долго сюда идешь? Ну типа где-то задержался, все, лови, короче, призрака. Может же быть такое, да? Я уже это открывал. Так, ну давай мы его башкой запустим. Тут определенно этот только пройдет. Блин, я реально походу пол локации не собрал. Тут столько делов вообще. Все. Ну-ка, дай на... Блин, все время как-то за нами тусит. Я не знаю, как его убить нормально. Может, могу вот так зашкварник просто вести. Зато не утащит, я у меня на пылесосе, как на привязи. Ладно, пойдем. Я помню этот путь, Луиджи. Типа здесь надо будет пройти. Ты куда побежал-то? Ты меня-то подожди.
Ты видел мышей тут сколько? Да его тащат уже. Не тут он. А где он? Ну, иди сюда. А тут, короче, он за нами всю дорогу шел, у него так жизни мало. Ну, бедолага. Давненько он тут на поводу охотился. Так, вот эту стенку, по-моему, я еще не разбивал, да? Ну-ка, ну, иди-ка сюда. О, здрасте, Настя. Тут еще целый сундук всякого. Слушай, и там, кстати, проходик-то был. Ну-ка, иди сюда, малой. Малой, иди-ка. Цыпа. Да, он по скрипту должен ко мне на спину залезть, и ничего он заделать не может. Ну, против батьки ты не попрешь. Так. Блин, а я думал, что тут что-нибудь полезное есть. Ну ладно тогда. Он есть, конечно, один чемоданчик такой. Но его малой не откроет. По крайней мере, не должен. Да. Пускай он там сидит. Яху! Он там веселится, летает, головой бьется просто в разные стороны. Ну, я не знаю, может быть, у него шапка такая, как бы мягкая, поэтому ему типа без разницы. Но вот это вот мелкое попискивание от его ботинок, это, конечно, еще то удовольствие. Надо что-то сделать, покрутить. Ладно, пойдем так с ним. Меня еще не пускают? Пускают, все нормально. Но он там тусуется. А почему он не приходит за мной? А, вот, все нормально. Я думал, это отсылка на оно была, когда шарик полетел в канализацию. Бам. Бронен. Короче, это как этот система ПВО, короче, в виде товодов. Ни хрена, тут забавы можно делать. Чисто то земля, воздух. Ну или воздух, земля, кому как удобно. Так, смотри, Луиджи, это дверь, что она... Ну, в общем, нам туда. Сначала мы вот этим берем сундук. Угу. Я просто по дороге столько бабла собрал, что вообще немерено. Можно костей купить. Бам. Угу. Надо малого схватить за бошку и запустить его. Что такое? Кто меня ударил? Мусор? Ладно, давай эту уборочку наведем. Так, ребенок, иди-ка сюда. Но как бы его тут треснуть-то так? Не знаю, давай вверх запустим. Ну так. Так, это дверь. Посмотри на эту дверь, типа, да, тот тебе должен помочь. Да, я вижу, что он мне должен помочь. Я вот этой механикой уже очень давно весь уровень занимаюсь. Он должен мне вентиль надыбать. Ну, штурвал, короче говоря. Вот так. О. Так его. А что ты не стал забирать-то? Идиот. Кстати, там у нас еще немножко сокровищ есть. Да, да, заткнись, доктор. Траектория, видимо, не та. Вот. С этой стороны он мне деньги собрал. Давай с другой теперь.
Да, тут малым целится еще то удовольствие. Главное, в трубу он тут полетел хорошо. Так, ну давай в противоположную сторону, тогда его запустим. Вот так как-то. Все, давай штурвал. Нашел, наконец-то. Ну и все. Просто заходим. Дверь как в банке. По-моему, они не канализацию охраняют, а деньги. Угу. Ну-ка, иди-ка сюда, паучок. Давай, 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 давай. Ну, паукан, что ты, блин? Быстрее. Подтягивайся. Во. Бля, малой иногда мешает, кстати. Он башкой своей присасывается. Не в тему. А там, короче, внизу тусит. Мы до него дойдем. Так, тут путь обрывается. Нам вот в эту дверь. Парочку стен можно разбить. Ну-ка, иди-ка сюда, старина. Давай-ка мы его вот прям сюда запустим. Нет, он не залезает. Что ты орешь-то? Бум. Мега всос. Бля, мало реально мешает иногда. Вот что ты бежишь ко мне? Отойди отсюда. Маленький идиот. Ну, последнего паука осталось затянуть-то. Так, давай бочку испортим. Шам. Ничего, пустая бочка. А вот эту штуку, да иди ты до сюда, дальше гуляй. О, вот это вот можно. Я думал, тут какой-то проход будет в подвал. Нет. Что у нас еще есть? Вот тут паукан ползает. Иди сюда. Ну давайте смелее. Кирпичи вместо слитков, точнее слитки вместо кирпичей. Вот сюда мы малого запустим. Слушай, по-моему, еще вторую стенку можно сломать. Нет? Придется ждать, пока он не спустится. Ага. Теперь, короче, он не хочет ко мне подходить. Ах ты мелкая падла. Я его так скинул. Иди сюда. Там бабки пропадают. Теперь он мешается. Старина тот. Еще денег целый вагон. Кстати, я только что рассмотрел изображение призрака. А так его плохо видно. А что не работает? Вот так, может? Тоже нет. Ладно. Кстати, я увидел, куда малого запустить. Угу. Заработало. Только надо местами поменяться. Дай пройти. Сейчас проверим, будет работать, нет? Так, все, работает.
Угу. Первый проход. Второй. Как до сундука дойти? Я что-то себя не вижу. Ага, вот он я. Пошли, малый. Нет. Дальше. Так, пойдем. А, я не успел. Ну, твою маковка, что делаете-то? Блин, можешь переключиться на второго. Ну, теперь-то точно успею. Ой, хватит дуть. О. Как сундук-то собрать? Давай малого туда зашвырнем. Давай, не обессудь, малый. Нет. А со мной... Давай мы так сделаем. По скрипту он должен, да, за мной пойти в любом случае, даже если я его потерял. Падла мелкая. Ну, конечно, прикольно его запускать и все такое, но иногда он реально мешает. Что там? Я знаю то, что, по-моему, тебя может остановить или что-то такое, он сказал. Ощущение, что кто-то рычит. Но я тут был, кстати сказать. Там еще как-то можно пройти. Вот по воде, да. Монеты прям под водой были. Дальше пошли смотреть, что тут можно сделать. Я рыбу что, не запустил? Ладно, ну тут куча бабла. Я думаю, хватит. У нас чуть-чуть побили тут, пока я по воде бегал. Зато малый развлекается. Бам, бам. И вот так еще. Так, что за что тут отвечает? Надо... А, вот кто этот рычит, да, у нас? Блин, ну что же я тут делал? Тоже нет? Может быть, просто надо в дверь пройти? Да, еще дальше. Еще дальше идем. Вот у нас мыши пасутся. Погоди. Зеленый тут не пролезет. Малой, иди-ка сюда. Ты мне нужен. Полетели. А? Двух мышей притащил. Вторая труба явно запечатана, мы уже туда не пойдем. А вот жижа нужна. Ладно, сейчас никакие вентили, лучше лишний раз не крутить. О. Малой, иди-ка сюда. О, вижу стенку. Бум. Да, вот реально, я еще полуровня даже не обошел. А
А наверху у нас, кстати, находится уже и лифт. Так. Для начала давай отходные пути себе. Потом вот так. Замедляем. Еще чуть-чуть помедленнее. Ну-ка, иди-ка сюда, старина. Она разгоняется. На. Надо вдвоем это делать. Так, стой. Сначала малого мы сразу зацепим. Все. Второй у нас тормозит эту штуку. Да, я не малого, я кирпич дотянул. Да ё-моё. Да что ж такое? Папа, наконец-то. Я думал, это какой-то серьезный секрет. Ну, так. Немного деньжат. Все, собираем. Собираем весь наш отряд. Ну, по идее, что тут еще делать? Ну, наверх. Слушай, а давай-ка мы вот так вот сделаем. Запустим-ка мы этого малыша вот сюда. Ты где? Он что, перелетел? Ну-ка, вот так. Куда он летает постоянно? За текстурой вообще. Ладно, понятно, это вроде. Пускай, короче, он там будет. Блин, а почему же там призрак находится? Зачем? Давай пойдем его замочим, я не знаю для чего. Зачем-то же он там есть. И вентили вот дали. А зачем вентиля? Почему их два? Это вообще не врублюсь. Ладно, это особо много времени не заняло. Вентиляр для чего? Что мне с ними делать? Может, они за что-то отвечают? Вот оно чё. Блин, ну тут самое время. Хрена там бабла посыпалась. Это я удачно зашел. Тут просто целый клондайк высыпался. Замечательно. Ну, правда, зашел не зря, много времени это не заняло, но тем не менее. Денег уйма. Вот сундук этот не знаю, как взять. Ладно, пошли. Идея как-то надо вроде малого запускать. Но с какого угла им стрелять, я не знаю. Мы будем сейчас ловля на живца.
Так, -1 точно призрак. Ну что, неплохая ловля на живца. Пока они меня грызут, ну, пока они грызут Луиджи, почему бы нет? Бам, и все. А то так жди, пока он выползет и так далее. Нормально. Все. Все рады. Кстати, и жизни я вообще не потратил ни одной. Ну, в смысле, как? То, что у меня забрали, я тут же и восстановил. Нормально. Что, надо к профессору, да? Есть, кстати, еще одна идейка, куда можно малого запулить. Там у нас в фойе есть один бриллиантик, который было никак не достать. Ну-ка, пойдем, малой. Куда пошел, типа? Да я подожди. А мне не дают пройти. Очень жаль. Да ё-моё. Малой присосался. Что-то нас покоцали. Ну, давай. Бам, 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 бам. Ну как? А он подкрадывался. Хорош. Ну-ка, интересно, меня сейчас пустят, он скажет что-нибудь, если я пойду не в лабораторию? Да. Да. Ну и ладно. Не хочет он идти куда-либо еще. Его только лаборатория интересует. Так, спасибо, говорит, тебе за часть этого. То, что принес мне апгрейд. В общем, давай его мне. Вот мы за такой маленькой штучкой ходили, да? Так, давай мне твой пылесос Полтергейст Гул. Ну или G00. G20, да, как угодно можно называть. Все. Так. Я, говорит, сделал модификацию на твоем пылесосе. У тебя теперь есть функция супер всасывания. То есть мега затяг. Мы будем сильно затягивать пылесосом. Хорошо. Но тебе нужна какая-то электрическая типа розетка, специальная электрическая какая-то розетка или что-то такое, ну как бы стекер типа в этом роде, чтобы воспользоваться этой функцией. Они есть типа эти штуки в отеле, но по-моему не везде. Одну ты видел не так давно. Типа возле лодки, по-моему, да, ты видел ее? Ладно. Я понял. Все, Тода мы оставляем дома. Поехали. Нам теперь нужно вернуться к лодке. Подключить пылесос к мега розетке этой и поломать весь корабль к чертям собачьим. Я с малым вот сюда хотел сходить.
Давай чуть-чуть пробежимся, вот 3 секунды. Вот я на органе начал лобать. Раньше тут тыквы были, а вот они. Да, за портрета уже больше ничего не дает. Вот он алмаз. Вот как бы его... Может еще попробовать пострелять? Нет? Тыковой в него запустить. Тоже нет. А давай вдвоем мы попробуем затянуть его. Ну тоже вообще никак. Он шевелится. А чё второй-то не тянет? Вот он на грани выползания из этой ячейки, но никак не достается. Блин, что же делать-то? Не знаю. Я не могу врубиться, как его доставать отсюда. Короче, пошли к лифту. Я его, кстати, почти достал. Наверное, мне кажется, вряд ли уже будут какие-то апгрейды для пылесоса. Это типа максималка. Ну, сейчас последние функции, которые есть. Это вот мне дали мега затягивание пылесоса. Надо думать, тут уже 3 этажа всего осталось, так что, скорее всего, уже как бы наше все. Ну, неплохо то, что я пробежался по тому этажу, я очень много денег собрал. Почти 10 тысяч я собрал. А посмотрим, что это за решетка такая. У него тут есть труба. А мы можем как-то затянуть? Тоже нет, да? Ну-ка, давай посмотрим, что за розетка. Яркий свет, яркий свет! Пылесос как мотоцикл заводится. Ну, поехали засасывать. Это прям с обоями отель разбирает. А насколько мне питания хватит вообще? Это шумно. Но мне это напомнило... Да, все, я дальше не могу отойти. Мне это напомнило сцену из «Охотников за привидениями» первой части, когда они скрестили лучи, и у них получилась мега дичь всякая. А что тут крестом отмечено? Что это такое? Кстати, это первый из 6. Получается, у нас уровень, по идее, только-только начался.
Это что это, я думал, кассовые аппараты без денег. Такого не бывает. Бам. Ну и все вроде, да? Все, пошли назад. О, ну как обычно, у лыжи эмоции. Нам нужно добраться до того корабля. Немного странно сделана локация, непривычно. Так. Вот туда бы как-то зашвырнуть. Блин, вот тут в черепе есть. Нет. А так. Тоже не так. Вот в черепе есть другой драгоценный череп. Но как это крутить, делать? Тут есть лебедка, но без веревки. И вот эта лампочка к чему-то привязана. Блин, не знаю. Не знаю, как взять. Чуть мыши не закошмарили. Там одна в текстурах залипла где-то. Она накрутится, но не улетает. О, разглючила ее. Иди сюда. Можно, конечно, попробовать запулить в череп кокосом, но вдруг. По идее, как-то вот так надо стоять. И да? Оп. Нет. Вообще без понятия тогда, что делать. Кокос в текстурах летает вообще. В воздухе просто. Можно что-то с водой делать? Блин, у меня еще одна идея с черепом появилась. А вдруг там скрытая веревка? Ой, не туда. Говорю, тут немножко странная локация построена. Ну-ка давай посветим. О! Я-то думаю, чего-то тут много чего не хватает, как бы. Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе нате. Чик, дергаем. Ну, я думаю, то, что я соберу, ну, 5 максимум. Из 6. Стандартный расклад. Понятно. Тихо. Давай-ка мы зеленым. Зеленого не жалко. Не успевает. Рано. Нормально.
Главное выбрать просто расстояние так, чтобы он и тебя затягивать не начал. И чтобы ты смог его освещать. Ну, как туда попасть? Я вижу пару слитков, но я не знаю, куда подойти. Ладно. Еще в сундук не попал. Как хотите. В принципе, если в начале этот уровень был довольно-таки длинным, скорее всего, мы уже типа почти у босса. Ого. Весь бар затянул. Так, и что? Все, да, тут? Да, вроде пойдем тогда, что? Я вот только слитков парочку заметил, как бы, и все. Которых не было, не получилось взять. Ну, вот это дело мы еще в Египте проходили. Тут территория небольшая. Чё, кто меня отравил-то? Вот уроды. Кто-то траванул. Чем мы тут ландшафт пляжа немножко изменим? Тут вполне может быть что-то интересное. С той стороны, да, по-моему, можно еще опуститься. Нет, там не. Да, ну мне кажется, эта русалка вообще тут не зря сидит. Может, кокосами в нее пострелять? Ну, дайте кокосами. Вот, как-то так. Еще раз. Пик. Ладно, сейчас еще раз запустим. Как раз тут один кокосик лежит. Ну, я думаю, это призрак просто. Тут у нас призрак сидит. Ладно. Призрак, причем у него внутри этот какой драгоценный камень. Нормально, поймался несложно. 3 из 3. Так, вот змей нам не надо. Там еще одно нырнуло. Но вроде напал. О-о. Да по-любому эта битва с боссом будет. Обычно перед этим заставки всегда. Блин, я костей не купил.
Ладно. Будем надеяться, что повезет. И он пройдется быстро. Что брызгаться-то? Такой летучий голландец прям. Сейчас размотаем, давай. Сохранение. Давай-ка мы протонемся в лабораторию. Да? Купим пару костей. Потому что пока дает, как убивать этого босса, надо лучше подготовиться. Селик, но... У меня монитор не прогрузился. Эй! Я там что-то покупаю. Блин, игра чуть-чуть позаглючила. Давай-ка мы еще раз вернемся. Прогрузим этот момент. Я не знаю, я что-то купил-то. Надеюсь, что не особо дорогое. Я купил одну кость. Первый раз с таким сталкиваюсь, что у нас не прогружается монитор почему-то. Угу. Замечательно. Слушай, ну у нас кости на первом месте, давай берем. По-моему, они закончились. Ну, игра отказывается загружать количество костей. Ну, не знаю, что с этим делать. Может, потом это изменится положение. Ну, у меня 5 костей, уже лучше. Давай, битва с боссом. Да? Да. О, старина тот. Это желтый, по-моему. Им прям челюсти. Я понял. Намек понял. Это прям на давилку Стивена Кинга похоже. Эй-эй-эй-эй! Прямой наводкой прям на меня. Ай, мне не удрать от нее. Блин, она очень быстро бегает. Собираем жизни. По-моему, от нее можно удрать только... О. От нее можно удрать только когда она за тобой не бежит. Так. Надо определиться, когда ей в рот накидывать взрывчатку. Блин, две бочки столкнулись. А-а-а! О, прямо в топку его. Давай еще бочку. Я не успею. Пожелал. Угу.
неплохо, она так долбанула по мне. Я понял. Давай, давай, давай. Отлично. Так, ну первый... тихо. Первый раунд вроде как за мной. Надо же, я бочку успел в нее запихать. Короче, по-моему, это минус кость. Попал. Блин, может быть... Не попал. Вот, дайте-ка сердце взять. Давненько с босса столько хилов не падало. Так-то. Долго нес. Я думал, у меня лимит никакого нету. Ну-ка, как тебе такое? Бум. Так, давай мы сначала бегаем от нее, получается. Пока она не врежется. Так. Иди сюда. Слушай, ну вроде не очень сложный босс пока что. Теперь весь корабль это как давилка из Стивена Кинга. О май гад. О май гад. Надо было ее удрать, да, как-то от нее. Держись, старина усатый. Нормально. Первый кон выдержали. Надо вот так накидывать? Да, слушай. А сейчас долбанет. Жизни немного дают за босса. Я не попал? Ай, все взорвалось. Так, вторая бочка залетела. Ай, блядь. Долбанула вместе со мной. Пойдет. Прям будем эшелонами эти бомбы отправлять. Сколько раз надо его покоцать? Я понял. Бежимте, бежимте. Держись. Еще раз будет, да, по-любому? Еще одна такая атака. Не, ну пока дают сердца, почему бы не? Наверное, не вовремя, да, запустил, да. Надо когда кидать, когда у него пасть открыта. Вот в этом может быть сложность. Вот так. А главное тайминг попасть. Ну, да, не попал. А теперь попал. Нормуль. Жахнуло так жахнуло. Ай, бочка не долетела. Ай, ай. Эх, она меня сожрали. Цель очень быстро начинает кататься, я не успеваю в нее стрельнуть нормально.
А чё она мимо-то улетела куда-то? О, акула со свистом просто вылетела. Прямо еще жизни тут подберем. Не, удивительно, что так много сердец дают вообще. Давай. Что это за... Ага, она меня сожрала. Это того, ты меня не ешь. Хорош. Давай. Да, блин. Да, тяжело от нее уйти. Не очень быстрая эта атака. Ну, походу, это минус кость. Хотя... О! Очень странно, но это был несложный босс. Я не расходовал ни одной кости, и он прошелся с первого раза. Я сейчас поднимусь, подожди. Там еще одного Тода домой потащим. Сколько денег? Но пока я в большом плюсе за последние 2 уровня. Прям здорово вообще. Мега рыбы. Их разбивать надо. Кстати, рыбы еще золотые не попадают. А, не, одна попадалась как-то. Как-то было дело. Причем одна за всю игру. Давай, наверное, ящик тоже раздолбаем. Там лобстер. В одном лобстере, в другом утке. Серьезно. Я дотошно все бабки высосал сюда. Я думаю, это тоже что-то есть. Что это такое? Если выйти отсюда, то есть какой-то промежуточный, ну вот, здесь какая-то площадка, через которую по мосту можно перебраться на другую, по-моему, что-то такое. Так, этот ящик больше, ну, типа с ним ничего сделать больше нельзя. Ну давай мы Тода спасем. Я, кажется, понял, где этот ящик находится. Да, желтый. Блин, почему-то мне показалось, в заставке их было, ну, в самом начале их было 4 Тода. Хорошо работал, Луиджи. Ты нашел еще одного, спас еще одного Тода.
А мне его в лаборатории, в общем, притащи, и все будет хорошо. Через элеватор. Ну, то есть через лифт. А мы как-то можем отсюда вообще спуститься-то? Он вообще так арканит, ему вообще ходу не нужны лестницы. Не, эти ребята уникальные, конечно. Ну-ка, давай мы его туда зашвырнем. Старина, собирай мне деньги. Он тоже как пылесос со своими пищащими лапками. О, молодец, пойдем. А где тут еще искать 3 драгоценных, ну, вот этих веселых Роджера? Я вообще не представляю. Так, эта штука не тут. По карте она должна быть с правой стороны. Давай-ка мы отсюда выйдем. Слушай, а может быть вообще вот здесь? Нет. Блин, я почему-то думал, что этот пляж чуть-чуть подлиннее будет. Пачка пауков. Блин, а как же туда пройти-то? Может, мало туда запустить? Не обижайся, старина. Я его куда-то на Луну отправил. А ладно. Он бессмертный. Блин, причем показано же то, что прям... Нет, это не мост. Может, это в баре где-то? Ну тут вообще разруха, конечно. Я уже тут все, по-моему, поломал. Вот здесь где-то это может быть? Нет. А там уже все, ход на этот, как на лифт. Блин, давай вернемся. Ой, подожди. А вдруг надо типа право-слева? Тоже нет. Тут особо-то идти некуда. Давай еще раз к карте вернемся, посмотрим. Вот это очень странно. Ну, вообще ничего не работает. Птица ничего не начинает. А чё там? Взял, главное, ко мне здесь на спину залез, а тут что, не запрыгнул? Ну что у нас деловой? Так. Я так полагаю, что это у нас колокольчик обозначен, так. Вот откуда штрих-пунктир начинается. 3 пальмы идут. Потом камни.
Не знаю. Но это же не может быть в другую сторону от лифта, правильно? Ну-ка, давай вот так посветим прям. Это тут кнопка была какая-то рабочая. Вот тут... Нет, тут 4. Ну, не знаю. Как-то это странно. Колокольчика написано то, что направо. Но тут все как бы, больше тут некуда идти. Может быть, это вот этот сундук и есть клад? Что-то я этого юмора не понимаю вообще. Давай увидим отсюда. Может быть, про этот клад писали? Это единственное, что штрих-пунктиром помечено. Не знаю. Вот и тут якорь тоже. Надеюсь, что это он. Ладно, все, пойдем к профессору. А, он сам уже, он автоматически туда добирается. Самостоятельный какой. Фигурка прикольная. На столе у нее. Король Бу, типа, что? Без проблем, мы скоро тоже поймаем Луиджи, только это займет немножко больше времени. А он Марио, да, он Марио с собой утащил. А принцесса Пич останется на самом верхнем этаже, получается. Окей. Что профессор скажет? Ты спас, типа, всех холодов. Осталась принцесса Пич и Марио. Не понимаю эту фразу. Yeah. Yeah.
Так, у нас 13 этаж, предпоследний. Фитнес-центр. Сейчас у нас будет спортивная тематика вообще. Что ж. Так, мы, наверное, попробуем еще раз в лабораторию съездить. Вдруг разглючила вот эту фишку с покупкой костей. А музыка как на Диком Западе. Угу. Давай в лабораторию. А вон третий стол. Да, что-то я думал, не хватает кого-то. Все, разглючило наконец-то их. Я еще могу 5 костей купить. Блин, ну... Давай так. Много не будем на кости тратить денег. Все-таки мало ли что. Все. Мы, короче говоря, на 13 этаже. И что случилось? Иди-ка сюда. Последний. И-ка там еще что-то есть. Вот тебе и загадка. Тресь. Первый нашелся. Лихо. Ну и все, я думаю, что... Больше тут особо делать нечего. Ладно, давай мы сейчас перерывчик небольшой. Сейчас я подойду.
Поехали дальше. Ну, вот там вот наверху еще 3 монетки есть. Странно, они упали так. Что пугаете-то? Подними трубку. Канал 3 что-то в тренировочной комнате. Хорошо. Хочет так. Ладно. Я думаю, что за этой штукой что-то есть. Ну лучше ящики разобью, чтобы они потом нападали на меня. У нас какой-то бассейн, по-моему, судя по отражению воды. Они, короче, без полотенцев остались. Надо денег. Работало, нет? Нет. Что тут можно сделать-то такого? Это стол есть. Причем на столе есть какое-то углубление еще. Ладно, давай мы в эту комнату сходим. Может, она как-то с другой стороны открывается. Ящик нашелся. А что ты его не берешь-то? Эй. А. Вон там еще наверху денег немного. Я так полагаю, этой механики с мегапылесосом еще не скоро будет. И это разобьем. Пусто. Мешает пройти. Я понял. Закрыто. Наверное, и зеленый там не протиснется просто. Нет, так нет. Нужен ключ. Кто там кидает меня мячиками? Нужно кран перекрыть. Вот я вижу, что он шевелится. Чтобы попасть в ту комнату, нужен ключ. Он, скорее всего, вот здесь находится. Опа. Это кнопка. Она только чуть-чуть. А? Из-за меня звонят. Это был с уровня. И у него кнопка от лифта.
Опа. Вот это будет, легендарный замес. Идите-ка сюда вдвоем. Эй, меня заловили. Понятно. Давай опять попробуем ловлю на живца. А тут второго добиваю. Так. Оп. Ну, по-любому придется всех привидений перебить, чтобы мне кнопку от лифта дали. Давай еще одна ловля на живца. Тихо, тихо, тихо. Придется мелочь сначала перелупить все. Ну, вот, попался. Пока зеленого грызут, мы этого затянем. Иди сюда. Все, с первого раза добил. Я все-таки думал, что там вот в этой круглой штуке будет ключ. Ну нет, так нет. Может быть, нам одновременно это надо сделать? Нет. Не знаю, непонятно. Как эту круглую штуку открыть, не ясно. Ну вот сколько мелочи тут. Давайте все сюда. А, не добил. Мне вот эти все помешали. Ну вот чуть-чуть. Затянул. Брать сразу. Нормально. И все, да? Так, ну придется тут все пылесосить, потому что нужны жизни. Да и деньги не повредят. Так-то. Все, собрал. Ну все, последний ящик, наконец-то. Я думаю, что вот в этой картине призрак тусуется. Ну-ка, посветить у него. Тоже нет. Тогда не знаю. Может быть, треснуть ему вот этой штукой? Нет? Слушай, в прошлый раз вот эта стрелочка-то крутилась. Ну-ка, давай вдвоем подуем. Тоже нет. Так, ну давай попробуем присоской. Нет.
Блин, ну как-то же можно ее открыть? Давай еще раз вдвоем. Зеленого что-то вообще в разные стороны телепает. Не знаю. Там у них парилка, что ли, местная? Так, по карте. Давай попробуем сюда зайти. Тоже закрыто. Все в полотенцах, походу. Пойдем на вход, что делать? У них тут местный прям зал. Как у нее перчатки-то отобрать? Она не закрывается. Так, надо что-то придумать. Тоже нет. О, тихо, он его нокаутировал. Все. Блин, он меня тоже нокаутировал заодно. Ну как-то надо быстро его затягивать. Двоих сразу мне еще не давали. И он должен в центре как-то держать. Там еще надо думать, что со вторым делать. Да ё-моё. Плохо. Не, перчатки меня не содрать, это точно. Ну, в кости. Надо было костей не покупать, не тратить деньги. Кто не попал-то? Его прям в центре надо держать. Серьезно? У меня уже почти кость снесли. Да ё-моё. Так, ну по-моему тут сердец можно сколько угодно выбивать. А чё ты не попал-то у него? Не кидает почему-то. Ё-моё. Да, непростые ребята. Не совсем понятно, как быть. Что сделать-то с ними?
Причем до этого он его глушил. Сейчас глушить перестал. Вот прям в центре давай держаться. Может быть даже вторым. Так он этого убивает тогда. Вторая кость уже просто так улетает. Вы серьезно? Блин, ну как-то же можно с него, наверное, перчатки-то стащить? Нет. На выдув? Тоже нет. Посветить? Нет. Бля, как быть-то? Ну, жизнь я могу собирать. О, тихо, тихо, тихо. Ай. Вон тут же. Ну. Так, хорошо, -1. Ну и второго, я думаю, уже без проблем добьем. Там уже не закрываемся этими блинами. Быстрей. Да. Плохо, плохо. Много костей ушло. И снова есть вот эта раковина, которую можно посветить. Да чё? Надеюсь, босс также обойдется без особых потерь, как акула. Будет здорово. Так, вот тут я еще вижу один мешок. Он где-то тут. Он в углу. Вон же он отражается. Не берет он его. Не знаю. Вот, ну давайте. Так, еще вот здесь наверху. Ага. Мешок-то походу там. На всякий случай. Ну, давай где-нибудь здесь. Все вроде. Ну, правда, я не знаю, это как тот мешок достать. Ладно. А с этого, правда, бесконечно выпадает жизнь? Да.
Прикольно. Ладно, дальше пошли. Зачем это сделали, я не понимаю. Это прям звонок с этого, когда профессор тебе названивает. Там кто-то на потолке ползает. Вон, паук там. Затянем? Дай-ка мы его вот так лучше возьмем. Не работает. Пару этажей назад я почему-то у меня получилось это делать. Сейчас мы выходим. Ладно. Вот тут каждый надо включить. Он просто недолго работает и все. Там за окошком, кстати, есть сундук. Но указатель бассейна туда. Ключа нет. А где его взять тогда? Ну, может быть, здесь кто-то прячется прямо на этих, на тренажерах. О, это есть. Кто такой? Ну, это просто ящик, по-моему. Тихо. Тихо, 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 тихо. О. Есть идейка, кстати. Похимичить с воздухом и попробовать раскрутить педали. Может быть. Вторая, третья. Да, возможно, где-то призрак появится. Нету ключей. А дорожку мы так можем разогнать? Нет. Тоже нет. Странно, но забавно. Так, а ключ-то где найти? Интересно знать. Давай, Асад, ты сможешь. Вот и ключ. Отлично. Ну давай третий уже. Там, наверное, деньги просто будут. Либо призрак. Такой приз на барабане. Кто-то жирный, по-моему, пончики складировал прям в беговых дорожках. Чтоб тренер не засек, они там ныкали. Тут у них йога, да?
Подожди, подожди. Йога, значит. Смотрим на зеркало по-любому. Вот как на зеркале. О. Как в зеркале идет отражение. Зря я, наверное, затянул, да, его? Так. А тут у нас свернутое. Это я вот не совсем понимаю. Вот у тебя отражаются вот эти мешки в зеркалах. А, потому что их светить надо. Блин. Ну, я уже не буду назад возвращаться. Это надо было еще и там делать. В тренажерке. Ладно. Пропустил такую вот кучу бабла. Так, у нас наоборот этот получается ковер завернутый. Вот эти два точно расправленных. Дальше вытащили. Да, вот эти два расправленных. А вот этот получается... Так, во-первых, тут еще деньги. Вот нижний, он по идее должен, по идее, то, что у тебя внизу, это значит отражается. Значит, у нас должен быть... Так, попробуем его. Да. Все верно. Загадка-то решена. Немного тут что-то пидорубликов каких-то. А дальше можно пройти? По-моему, вот, да, где основная часть бабла лежала. Вот, и мы попадаем на балкон. Что за дела? Он не сломается? Хотя мне походу это... Тихо, тихо, тихо. Забавно. Это ключ откуда, кстати, вообще? Ладно. Да, если усатый разобьется, то его только по усам определят. Можно прыгнуть? Я помню, что где-то на первых этажах там у нас тоже лежала какая-то камень какой-то драгоценный лежал. О. Он же где-то тут был. И никого. Почему я их не вижу? А, потому что они, получается, как в зеркальном отражении. Ну, иди-ка сюда. С другой стороны. Возможно, мелкий помешает. И другой не доставить, который крался за мной. Мы, короче, всех засветили, да? Так, ну минус жирный. Это раз. Это тоже сюда пошел. И вот этот. То есть противоположную сторону. Вот так. Всё.
Да, оказывается, эта комната была вообще закрыта. Дальше было типа не пройти. Душевая. Что, меня мылом хозяйственным закидает? А, не видно ничего. Блин, надо как-то краны закрывать. Ничего не видно. Ё-моё. Эти призраки тоже особо, по-моему, ничего не видят. Закрыл? Один закрыл. Второй. Закрыл. А здесь придется шторку-то подсорвать. Блин, тут они все троем, по-моему, посорвались. Давай. Все. Первый. Давай. А чё вы открываете-то? Я их закрываю, не открываю. Ага, побольше заряд. О! Ну, саданул-то двоих нам. До второго только не дотянуться. Давай, сюда же. Еще один? Ну, у нас не слишком ли много-то, а? Что за беспредел? Просто призраками вся комната кишит. Я такого еще, кстати, не видел. Нам тут народу пожелал просто, молодец какой. Сразу же видим остальных. Вот. Хорошо, что они еще душ не включают. Это просто пока такую толпу перелупишь, пока еще и этот, как все душевые закроешь. Да и покойник. Так. Есть у нас еще кое-что. О, мыло. Мыло и утки. Кстати, здесь еще какой-то проход один. Мыло, утки, немножко бабла. Так, вот здесь у нас проход получается. Сокращаем тем самым путь. Давай-ка мы, если уж я рядом, мы вот сюда сбегаем. А то я-то помню про этот мешочек волшебный. Я же вот так нельзя. Все, теперь я спокоен. Ладно. Пару баксов выпало, надо, ничего страшного. Всё. Ну, в принципе, прикольно то, что путь еще так сократили. Можно было в предыдущие комнаты попасть. Так, битва с боссом. Ловец у нас, да? Он еще и мячиками швыряется. Кажется, я понял, где прятаться. Угу. Ну-ка, стой. Я могу так же? Подожди.
Один лучше пусть прячется. Рома за ничего не будет, правильно? Ну, я освобождение не тратится. Ага. Ну, плюс-минус-то вроде сделал верно. Первую половину. Его надо как-то, может быть, мячиками, правда. Только не попасть, по-моему, по нему. Блин, собака там как раз стоит возле вентиля. Вот что мешает? Ну-ка, давай посветим. Нет? Я вообще без понятия, куда в него стрелять. Я даже не вижу своей цели. О! Второй побежал тут же. Тут же побежал дудеть. На такую обраточку. Там мы его свариваем в этом бассейне просто. А, чуть-чуть. Блин, этот вентиль на место вернулся. Надо больше глушить его. Так не сразу получается это. Меняет, падла, и все. Подожди, может посветить у него? Кстати, он разбивает табло еще до кучи. За ним типа вечно прятаться не получится. О, второй побежал. Да ё-моё, второй побежал, говорю. Пока тот в окурках. Да, блин, чуть-чуть не успеваешь все равно. Так, значит мы чего делаем? Мы зеленым. Мы зеленым встаем прям за колонну. Его только оттуда надо, чтобы у тебя меньше времени было на атаку. В смысле, у него было меньше времени. Да ладно, мне вода не страшна. Дай мячиков-то. Так, второй побежал. Побежал, и вот тут вот остановился. Теперь делаем такую же еще одну атаку. Не попал. Ну, куда ты? Давай мячик сюда. Ихтиандр, давай, вылезай. Бам. Переключаемся на второго. Давай, дуем. Чик. Вот теперь я точно успею. Амуль. Я думал, что у него температура. Здорово, Лев. Я думал, что у него температура в бассейне поднимется, а почему-то сработал этот, как он... Лик воды. Чего как в унитаз запрессует.
Бассейн забьется по-любому. А хвостик-то торчит. Но он еще не добитый. А как мне туда спуститься? Вот так вот. Почему? А, у него очки, он прям показывает тебе. Блин, а как сорвать эти очки с него? Неплохо он долбанул. Подожди. А вот так? Тоже нет. Может быть, мечом долбануть по нему? Вот. Все равно нет. Ой, подожди, пока он в окурках. Тоже нет. Ай, это было больно. Это не совсем понимаю. Так, затягиваем эти очки. О, давай сюда. Наконец-то. Наконец-то. И все? Одного удара, короче. Ну тут более был босс на логику. Как мячиком, вот понятное дело, что мячиком ты его глушишь, но потом какие действия? Надо ему в глаза посветить, либо удар сделать на площадь, затянуть, притянуть. Ну, в общем, дел-то хватает. Каждый босс разную же тактику имеет. Ладно, все. Сделали. Осталось, по идее, нам что, 2 этажа где-то. Сейчас я себе стрелочку открою. Кстати, по-моему, вон там еще можно в двери пройти. А, нет, тут только зеленый пройдет. А, зеленый через двери ходить не умеет. Пару баксов и утка. Отлично. Да, двери не рабочие. Ладно, пойдем на выход. Но опять на босса ни одной кости не ушло. Слава богу. Кости-то нынче дорогие. Я в качалке много потратил. Это да. Блин, я забыл, как этого мочить. Все, по-моему, я вспомнил. О. Я вспомнил, как его убивать. Причем вообще на ходу. А, нет, пока я не ходил. Рано. А что такое? Я думаю, вряд ли к нам кого-то берут. Но я знаю то, что список приоритетный, о котором я тебе говорил, его игнорируют. Отдел кадров. Набирая других людей. То есть отдел кадров у нас игнорирует Кирпичева. Ну, вроде Диман хочет, когда он хочет тоже. Он может еще вообще не приедет никогда. Диман, сам знаешь, он вахтовик. Он сегодня здесь, завтра там. Тут конкретика, понимаешь, нужна. О, этот кошак. Я его уже 1 раз убивал. Его собака обоссыт.
Нового кошака будем ловить? Серьезно? Вот чекпоинт я видел, допустим. Окей, кошка там. Она в бассейне, да? Она убежала оттуда. Че собака тут светится? Сейчас тебе что тут надо? Угу. Таня звонил, ну, точнее, Дима звонил, что он хочет к моему Бабичу подойти по поводу себя на постоянку, когда выйдет в августе. Ну, не знаю. Конкретно вот про меня, я могу сказать то, что пока отдел кадров конкретно игнорит то, что им говорит Кирпичев. Кстати, я вот здесь забыл побывать. То, что им говорит Кирпичев, как бы им без разницы, они начинают там чуть ли не этих, как он, не бомжей с биржи тащить. Но приоритетный список, который написал начальник, их не интересует вообще. Не знаю, я, короче, завтра хожу в этот отдел кадров. Прошу, про меня не забыли. Алло, тук-тук. Вот. И потом к Кирпичеву чуть-чуть пораньше пойду. Чем через месяц. Вообще, я считаю, какая-то несправедливая дичь. Бля, походу кошка тут. Вот эта псина тут. И точно, ее же надо трижды поймать еще. С учетом того, что я уже не первый раз вижу в группе Еврахима, что нужны бурильщики, водители и так далее. Вот промышленный, да. Причем на сайте, когда ты заполняешь анкету, там нет наоборот бурильщиков, нет вообще такой профессии. Зато им требуется машинист насосов. Это вообще странно, очень странная фигня. Что-то они мутят все там вообще, вот честно. Не знаю. Скажу завтра, что скажут, посмотрим. У меня особо выхода-то нету. Слушай, окошко-то не тут. Видимо, или они просто пишут ради... Что? Ради просто написать, либо нет желающих на ЗП больше. Они пишут, потому что им требуется. Никто не идет, потому что знает условия, какие на комплексе. Поэтому на комплекс никто не торопится. А всем хочется за другую зарплату работать. Бля, где кошка? Может быть, она выше? Ну, какую-то хрень откопал. Короче, я думаю, тут два варианта. Либо слова Кирпичева, просто, ну, пустые. Кошка все-таки там сидела. Либо намеренно меня игнорирует отдел кадров. Просто потому что так надо.
Ну, знаешь, кто-нибудь особо грамотный из руководства постарался. И все. Здесь призраков уже по 3, по 4 сразу же хватает. Жесть какая. Ай, не очень удобно, да, его? Ну не, нормально. Зацепил. А где тот-то? Вот кто-то без шапки был. Вот, иди сюда. Ну, где он? О, попался. Ну, да, блин, задолбал таскать меня все луки. Кстати, точно, они же вон отражаются все. Ну, тут надо на... Бля, какая попытки, а? А? Кошка сидит и смотрит. Так, шапку надо как-то сдуть, да? Точно не так. Как там шапку забить? О, точно. Вот так можно. Запросто. Вот то, что ты написал, могут мутить вполне. Просто, знаешь, на принцип пошел, чтобы ни под какими условиями. Ну зачем тогда этот тот же самый кирпичок, это все писал там служебки и так далее. Я короче, не понимаю, что за хрень. Но вижу то, что тут все это какой-то хренью попахивает вообще. Нереально. Дикой. А то, что Димана возьмут, мне кажется, знаешь, его могут просто потом на новую фабрику, ну вот это вот, вновь открывшуюся насосную его потом отправят просто, да и все. Наш же начальник говорит то, что ему не 2 надо людей, а 5. Так что вот. А? Так, ждем. Бля, рано. Сейчас, подожди. Таня хочется вместо тебя поставить его, я даже очень... Саня, который, в смысле... Мастер-то наш, в смысле? Ты про это? Так, кошка на этажом ниже. То есть на 13 там получается. Не, я же не против, если Диман будет вместо меня работать. Дай бог, он хороший машинист. Но мало ли что хочет мастер. Начальника другие. Просто если они возьмут, да, допустим, ну, вместо
Меня поставят Димана там, или Димана на другую насосную вообще кинут. Или будет он подменным машинистом, которых тоже не хватает. Я не знаю. Просто вот, по крайней мере, пока план такой, то что ходить в отдел кадров, но помнить, почему они, собственно, не звонят мне, ничего не говорят, хотя им требуется. И у них есть приоритетный список, и они набирают вообще других людей. То есть не тем они занимаются. Не то, как им начальник говорит. Это раз. А потом чуть-чуть пораньше просто пойду кирпичу, скажу, ничего не изменилось. Никто никого не ищет на замену. Делайте что-нибудь. Ну, как по мне, так это вообще люто несправедливая херня. Так не делается. Причем приоритетный список, насколько я понял, не так давно изменился. Там сейчас им стали требоваться более люди, которые раньше работали по ремонту буровых станков. Ну, в принципе, ну то и понятно то, что они больше шарят. Короче, не знаю, как это все обернется. Посмотрим. Но я процентов на 70 уверен в том, что я, походу, после отпуска приду обратно работать. На старое место. Блин, ну как я с этими-то управлялся? Вот так вот. Это за место вообще. Какие-то бомбы летают. Куча народу на тебя летит. О, кошак нашелся. Здорово, падла. А где она? Я поймать надо. О. Где она? Вот. Короче, где она сядет, там и хорошо. Стоим. Добиваться по собственному, видишь, меня не устроит обратно, когда я по собственному уволюсь. Вот в чем проблема. Ты не можешь, типа, знаешь, уходить, тут же устраиваться. Это не так работает. Ну что такое? Она прям прыгает, ну, под цвет у меня. Стоим. Ах ты падла. Долго ждал. Наконец-то. Она еще куда-нибудь на этаж сиганет. Его можно еще один будет хвост выбрать. Блин, может быть, попытаться тут жизни пособирать. Я думаю, третий за место с ней будет вообще лютый. Да тут искать особо нечего, кстати. Негде.
конкуренция, зря они так себя ведут. Но тут надо учитывать то, что хочешь ли ты проживать в Калдоре или нет. Есть ли у тебя вообще в другом городе по области какое-то место жительства? Так, я ничего не могу понять, где она сидит. А, все. Она меня гонит на начало уровня. Слишком много нюансов, знаешь, надо учитывать. Ну, понятное дело, так, она получается на 12 этаже. Не каждый, знаешь, работав и прожив, допустим, в Калдоре, согласится просто его покидать, если у него зарплата будет, ну, на 20 тысяч больше. Потому что в других городах по-другому и цены. Квартиры и так далее. Так, точно, нежный этаж. Ниже. Не из Кировска, звонили из Зеленоборского. Говорили, приезжайте, 3-4 года будут компенсировать съем жилья. В принципе, если подавать в разные эти, как у организации, они сами звонят, часто звонят. Потому что, ну, если есть квалификация, если есть опыт работы, они тебе обязательно об этом сообщат. Так, она была на 13-м в фитнес-центре, потом вот здесь, потом на 11 свалила. Блин, на у этих у этих факиров, фокусников. Хотя, в принципе, я их убил, там не должно быть типа рандомное появление комнат. И кошака вычислять. Здрасте. Они уже и тут появляются. Это чтобы не расслабляться. Ну, допустим, товарищ, он чисто для прикола решил, короче говоря, в канадский какой-то там этот подать заявление. Вот. Что ты думаешь, позвонили с Канады? Говорит, приезжайте. Ну, точно не помню, да, они там согласились им квартиру платить или нет. Но, тем не менее, зарплата была вроде как неплохая. Говорит, приезжайте, все будет. Только визу оформляйте и все. Он, по-моему, на программиста подавал заявку. Так. И ну, по идее, за кошкой бежит. Так, кошек тут не вижу. Херая. Понятно почему. Понятно почему собака тут остановилась. Ну давайте. Да, уйдет сейчас. Но он прям по всей этой меня таскает. Наконец. Прям башку его в косяк. Готов. Если вдруг народ России смотрит, пусть приезжает к нам, еще толкового машиниста. Да. Они так возьмут и поехали. Да, объявление онлайн называется. А что тут собака делает? Ну ладно, я понял примерно, в какой она комнате. Ну, шапочек-то немного. Давай переворачивать их. Так.
на 2 меньше. Собака-то хоть... Да, кошка тут. Где-то. Вот она. Надо обращаться в передачу «Ищу тебя». Типа хороший электрик ищет хорошего машиниста, хороший машинист ищет замену себе. На хорошего машиниста, чтобы никто был не в обиде. А как мне отсюда выковырять? Тут точно кто-то сидит. Надо как-то раскрыть этот ящик. Может так? Я уже забыл, как поворачивается. Может быть, надо, чтобы на него не светили прожектора? Помню, какой-то стол тут вращался. А, вот, надо как-то встать вот так под углом. Нет. Вот он больше не крутится. Да, ну по-любому кошка там сидит. Надо как-то выковырить оттуда. Может, там в картине вообще? Как-то забавно подергивается картинка. Ну, по-моему, оно то. Как открыть-то? Я все-таки думаю, то, что надо как-то прожектора повернуть. И вращались они с помощью вот этой штуки. Она теперь не работает. Странно. На площадь удар не пашет. Светом тоже нет. Фиолет, ультра, весь тоже не работает. Выдув, вдув, ни хера. Собака, помогай. Собака, помогака. Не хочет работать. В кооперативе. Блин, может нажать надо какую-то кнопочку волшебную. По-любому эта псина тут прыгала, хотя... Может в соседнюю комнату попробовать сбегать. Блин, а собака-то тут. Что-то я догнать не могу. Как этот ящик открывать? Где-то тут должна быть дырка, в которую я смотрел. Но это не так работает. Ладно. Под это точно кошки нет. Как обычно, ее третий раз хрен найдешь, вот и все. Мы сейчас попробуем вдвоем тогда что? С присосками разбить ящик, да? Так, давай. Вот, кстати. Чик. Надо еще присосочку. Так. Чтобы не прятаться было негде.
слишком долго. Надо было еще в морду светануть. До кучи. Я. Вот, понимаешь, она же разбухла. В 90-х годах такие игрушки продавались, которых в воду кидаешь. Не вовремя. В воду кидаешь, они раздуваются. Что-то надо, мне было 3, по-моему, ждать. Не вовремя. Я даже такую... Они, по-моему, были сделаны еще из водорослей морских. Я такую однажды игрушку держал не 3 дня, как положено, блядь. Он автоматически поворачивается. Я, по-моему, месяц мариновал в банке. Но она больше от этого не стала. Блять, что ж такое-то? А главное еще заходит тебе за плечо, такая поглядывает, типа не палишь ли ты на нее? Такая падла. Так, слишком ярко для нее. Рано. Блять, я тороплюсь. Надо вот в тайминг попасть. Да я же успел. Это было больно, но ничего. Главное, что больше ее искать, во-первых, не надо. Остальное это дело техники. О, нам собака сердца подкидывает. Слушай, ну он прям сильно выручает. Я тороплюсь. Поздно. Там у тебя вот буквально секунда какая-то там повернуться. Давай так сделаем. Ага, ловли на глаза, пошла нахер. Он удится, правда, я уже сколько призраков так поймал. Серьезно, уже еще так только? Это они мне их раздают. Причем я, не так, как придумали разработчики, пользуюсь этой механикой. Надо типа подождать было, пока кошка откроет свои лапы, когти там и так далее, резко повернуться вот с такой вот скоростью. И в секунду ему в морду еще успеть светануть. Тогда она только будет оглушена. Но есть такая забавная штука, как ловля на живца. Просто второго персонажа вытаскиваешь из пылесоса. Пока она крадется за одним, долбишь ее вторым персом, да и все. Так, покороче бы как тут пройти. Значит, только через коридор. Кстати, маленьких Будда давненько не появлялось. Я вот только 2 как-то нашел. Практически. Первого вообще случайно. Он, скорее всего, был поставлен рядом, чтобы просто ты типа попробовал эту механику, там работает, как нравится или нет. Типа того.
Ну, потому что они просто были, сбор этих маленьких букв был еще в предыдущей части. Вот. А второго я просто потому что кошку когда ловил, вот меня по 2 этажам там прогнали, и поэтому я вернулся и поймал еще одного бу. Когда там замес был на киностудии. Так, у нас что получается? Предпоследний этаж. Кошку я поймал. У нас тематика танцев. Винилы всякие. По идее, на этом этаже я должен или Пич принцессу спасти, или Марио. Скорее всего, Пич. Марио, я думаю, что мы будем спасать уже непосредственно у короля Бу. Надо все зажечь. Что на подход? Окей, давай зеленого. В чем дело? Этой херней-то занимался. Ну, нашел секрет. Пойдем посмотрим. Ира тут клондайк просто. Ладно. Я какую-то ачивку еще открыл. Просто море бабла. Замечательно. Усатые друзья Оушена. В ухе играет какая-то танцевальная музыка, и такое ощущение, ну причем в правом она играет. Такое ощущение, как будто соседи, знаешь, которые тебя докучают по ночам, спать не дают. Вот как будто вот они эту музыку включили, и она за стенкой играет, как будто. Я чувствую, мы тут натанцуемся. Так, еще можно вот это вот жахнуть. Чтобы что? Ну, еще было. Давай еще вот так вот сделаем. Не работает. А. Да-да-да-да-да. Еще какая-то секретка. Что она делает? Так, значит, надо, чтобы один дул, а второй что-то делал с этим кирпичом. Беда какая. Ну, видишь, я говорю, то, что он тут друзья Оушена, усатые. Я прям какой-то этот залез. И что, ну выдвигается этот кирпич, а дальше? Может, надо еще второго, чтобы подудел? Это ни хрена не врубает. Так, давай в обратку. Без разницы. Он все равно вылезает. Ну, вот у меня есть кирпич, а дальше-то что с ним делать? А? Ну, это как классический Марио Брос 2. Да. С разбега не догадаешься просто с таким кирпичом что делать. Тут надо в Марио поиграть, естественно. В молодость.
Так. Есть же такая, да, мулька, что у нас граффити может быть неоновым. Это пустой коридор. Театр начинается с вешалки, да? Да, они скоро меня с ним в лифте уже закроют. Помещение все меньше и меньше с этим здоровяком. Я, в принципе, что в лифте, они меня уже в ванне закрывали все. И с двумя я уже бился тоже. Но это еще, кстати, не все. Кто-то тут есть еще. А где он? Вот он. Наверное, тоже мочить только ловли на жестах. Потому что они прячутся. Так, это зеркало. А сюда вообще не пройти. Ну, тут у них танцевальный зал. Давай попробуем спылесосить. О, понятно. Фига. Ну, блин, он прям во время прыжка. Эй, ну давай. О, тянем. И роняю. Так, теперь засветить. Даже вроде на обычных мобах своя тактика неопределенная бывает. А туда вот, где пальто висит. Можно попасть? Там вот какие-то нычки. А, вот она дверь. Мышка под этим, как под футболкой. Такой будильник по-любому для группы сделан. Я не знаю, отсылка это или нет, но с таким будильником гонял один чувак из группы Public Enemy. Рэперы 90-х. Да, тут все по пылесосе. Лишним не будет. Так. Я дергаю, короче, эта штука прям вообще вся ходуном ходит. Она лучше становится. Она как в этом. Агент 007 поднимется вверх, а там куча оружия, короче. Тоже неплохо. Так. Не то. Вот это. Пик. 3 монетки. Не угадали. Она вот здесь. Нычка основная. Это место сейфа. Все, больше никого нет. Надо, естественно, еще было дырочку пропылесосить.
косарей. Ну, неплохо, слушай. 3 кости я отбил, которые случайно потратил. Ну, как случайно. Ну, тут только для зеленого. Прям просто как это... Как из клизмы выплюнуло. Там же было веселье. Чё? Я только подошел. Сразу, короче. Меня здесь не ждали. Это видно. О, какая там кнопка? Подожди, это все замануха, это понятное дело. Так, мы тут сначала пропылесосим, потому что в газовых камерах я уже тут побывал. Может быть все что угодно. Что там, мышь? Кто-то пищит. На! 3 мыши. Они могли бы неплохо насолить, кстати, в этом плане. По чуть-чуть, но они все равно, ну, как бы урон наносят. Что это такое? А, это парогенератор. Посмотрим, что в этой стороне есть. А? Не, вся вот эта животина, если бы ломанулась на меня во время какой-нибудь битвы здесь боссом, но что будет, вряд ли, конечно, придется весь этаж обойти побольше. Хотя они что-то под конец какие-то этажи чуть-чуть маловатые стали. По-моему, это все, как бы, весь этаж. Возможно, сейчас уже сразу же будет битва с боссом. Hello. 15. Ну, это последний. You. Этого следовало ожидать. Афрочика. Ну, это так мило. Ну, надо думать. Это не игры от Nintendo. Не всегда в таком духе. Я так полагаю, с них надо костюмчики, да, снести? Для начала. Нет. Чего он один? Так. И лыжи тоже пританцовывают. Блин, они сразу шапку капюшона натягивают. Что же делать-то с ним? Главное не приближаться, это точно. Ой. Блин, я не успеваю добежать. Потому что этот придурок идет усатый и щелкает медленно. А, надо было найти. Кого он, да? Окей. Нет, теперь я хрен найду. Они тут все вообще перемешались. Я нашел. Так. Ну, кнопку нужно найти, пока они танцуют.
Ну, смотри, я тоже с ними плясать начинаю. Так. Я вообще, они вытолкали меня из своего коллектива. А чё-то они вообще ничего не делают. Не совсем понимаю, что от меня требуется тогда. О, -1 точно. Хорошо, что один пробрался. Сколько их там человек? Я просто о том, что костей-то у меня хватит. Но ничего не изменилось, по-моему. Пока не совсем ясна тактика. Их столько же осталось. Я одного типа убил, но их все равно по-прежнему. Сколько штук? 7, по-моему. 7-8, что ли. Да, их 8. Вот что-то происходит. Вот они начинают кнопкой этой перебрасываться, а дальше-то что? И все, и она, короче, у них вообще в другом. Дело в том, что я не успеваю подбежать даже к ним. После этого плясать начинают. А так у них движение меняется. Ну хорошо, двоих. Прям с кнопкой я его затяну. Ну, понятно, не так просто мне ее не отдадут. Подожди, женщина. Так, надо пластинки ее разбивать. Блин, может, колпак с ней этот стянуть? Тоже нет. Да, ты еще попадение. Да, ё-моё. Так, на ее прочеснул, сверкает. Когда я... Когда я на нее свечу. И надо еще здесь с тактикой разобраться, что делать. Но если бы она тебя не била еще регулярно, то хотя бы понять, что от тебя хотят. Да ё-моё. Тоже нет. Нет он. Отвали. Отвали, говорю. Ну, с нее можно жизни выбить. Что как?
А я мать. О, ты убил. Я не знаю как. С него колпак когда залетел дурацкий. Ну, есть. Дальше поехали. Ну, хоть без танцоров. Слава богу. Блин, а как же я колпак с нее сбил? Вот так. Иди сюда. Не, нормально, сейчас мы ее сделаем. Ну, может быть, там кости какие-то потратятся, но тем не менее. На костей бабки есть. Тихо, о. И жизнь подобрал, и ее поймал. Ништяк. Еще, по-моему, разок, да? Другой. Да, еще придется разок ее долбануть. И как главное близко не подходить. Ну, хоть с тактикой разобрался. Пока самый сложный босс оказался мужик, который сантехник на утке плавал. Вот с ним я реально прикурил. А это как-то и уровни не очень длинные стали. И боссы вроде, ну, читаются тактики. Груви. Ну и все, можно выходить спокойно. Потом мне сдается, меня так просто отсюда не выпустят. Ну-ка, вот это вот, что за неоновая лампочка такая? Нет. Не то. Что, можно еще сюда зайти? О. Грубой поддержки женщины этой. Это иногда прям хорошо зацепляешься за призрака. И вот, чтобы его ударить, кнопку А получить, вот это вот. Нормально получается, когда он тебя таскает просто по всей локации, ничего сделать с ним не можешь. Ну, как говорится, не все коту носа висит. Последний. Ну там уже внизу точно собирать нечего. Ладно, поехали. Чуть повыше поднимемся, посмотрим. По идее это все уже. Финального босса-то я сегодня явно не успею пройти. Но предфинального, я думаю, глянем. Хотя бы посмотрим. Может быть, сначала весь этаж надо пройти. А там может быть просто, не знаю, 3000 километров будет. Да, все кнопки собраны. Сколько пройдем, столько пройдем. Еще типа минут 20 есть в запасе. Остальное завтра. Я уже Луиджи добью и потом буду God of War добивать.
потом еще, наверное, стрей надо будет как-то половать. Прокатейка. Ну, прям перекласс какой-то. Помещение похоже на этот, какого, на Киберпанк. Там одна миссия такая была. Короче, он ругается на меня, вкратце. Типа как-то он мог там туда-сюда. Тебе еще... я не понимаю, типа, и профессора, что такое вообще. Поздравляю. Типа проделанный путь, но ты не можешь ничего... Не сможешь меня победить. Ну, в общем, бла-бла-бла, вот это вот как обычно. Предфайтинговые мысли злодея. Ладно, все, пропускаем. Хай болтает себе. Он говорит, то, что мы типа работаем с королем Бу и так далее, типа... Может быть, король Бу увидит тебя на этих дисплеях или что-то такое. Ладно, мы увидели зато Марио, которого надо спасти. Спаси Марио. Сначала подойди ко мне. Давай подойдем. Марио. Окей, Марио. Ты видел это? Это твой старший брат. Что-то про отель базарит. Ну, в общем, спасибо. В общем, замочи эту бабу, которая управляет отелем. Спаси Марио. Вот и все. Так. Теперь по-хорошему бы надо денег пособирать, костей много докупить. Перед финальным боссом деньги пригодятся. Да, мой инглиш вообще никакой. Я так вкратце понимаю примерно, что они хотят, но иногда даже объяснить не могу. Но, кстати, я могу и неправильно понимать запросто. А как туда попасть? Нет, я думал, они стеклянные. Вот там еще какая-то лебедка. Хрен его знает. У нас там еще проход какой. Я думаю, это будет большой этаж. По крайней мере, денег тут уже во второй комнате почти 2000 собрал. Я читал, что на концовку количество бабла в твоем кошельке влияет. Не знаю, насколько. Насколько много надо его собрать. Блин, Луиджи постоянно
Вылезает из столбы прям вообще тут. Говно. Как мне еще дальше ее отодвинуть? Вот, прям повиснуть надо. Нихера делать. Ну, это еще, кстати, не все. Ну, я, кстати, думал, что тут вообще большой проход. Ну, типа, тут еще какие-то комнаты будут и все такое. Ну, ладно. И мышку с пылесосом. Иди сюда. Чпок. Еще одна мышь. Я не знаю, по-моему, от мышей и пауков у него давно должен был забиться пылесос. Вообще, в целом, он за всю игру столько всякой херни спылесосил, что просто беда. Наверное, когда в первой части, когда ты ловил призраков, ты должен был их к этому принести профессору. И потом он их запаивал в картины. Вот. Сейчас я думаю, что просто он всю эту макулатуру, если притащит, точнее все, что он набрал, то это будет просто она. Он полотелец пылесосил. Угу. Кстати, прикольные картины, когда, знаешь, ты на них смотришь, а они просто велятся, точнее, смотрят прямо в тебя. Ты идешь, и она постоянно на тебя наблюдает. Немножко жутко, конечно, таких картин, но все равно забавно. Я понял загадку. Только немножко другой, да, ракурс нужен. Так вот же он. Такая загадка у нас встречалась в этом, в 7-м Resident Evil. Чуть-чуть. Вот он. Такой. Теперь надо Марио открыть, да? Ну, точнее, это будет Луиджи. Немножечко бабла. Меня там типа Бу поджидает, что ли? Так, второй. Пойдет. Походу надо в каждую комнату заходить. Там еще и вниз спускаться. Я отсюда уже не выйду, да? Нет, выйду. Давай мы хотя бы по периметру так чисто пройдем. Этот уровень реально большой. Он, возможно, займет там минут 30. Тут надо в течение уровня собрать 4 ключей. Еще надо что-то думать с камерами. Кстати. Мне кажется, они меня так просто не пропустят. Ладно, ничего страшного, завтра дойдем.
Я так чисто осмотреться на этом, и даже что можно взять, сделать. Потому что он, скорее всего, многоуровневый. Камера наблюдает, но ничего, кстати, не делает. О, дверь. Я думал, тут за этими, за камерами какие-то турели там будут стоять или еще что-нибудь, знаешь. Тоже может быть. Так, давай просто заглянем вот в ту комнату, которую я открыл. Она вроде небольшая. Пока что. Ну, ни хера дела. Стоять. Так, смотри, Луиджи. Это лазеры. Они типа здесь повсюду. Не понимаю, что-то про лазеры базарит. Про воздух. Логично. А мне вообще даже не пройти. Хоть словарик доставать, честное слово. Надо немного покрутить. Чтобы она повернулась еще на один порядок. Ну чё ж ты? Вот так. Теперь у нас зеленый пролезет вот сюда. Давай сначала ключ возьмем. Почему нет? Я думал, это стекло. Ну, в смысле, не стекло, а решетка. Нет? И это не решетка. В каждой комнате будет подобная загадка, которую не так-то просто решить. Ну да, естественно, они его убивают. Так, ну давай попробуем потушить огонь. Может, зеленый как-то пролезет? Не, ну на этом этаже бабок просто немерено. Как будто за предыдущие, знаешь, этажи отыгрываются. Так, раздуваем, да? А так вот тушим. Дуем и вторым пролезаем.
Хорошо, с этим разобрались. А это... Я думал, это вниз меня приведет. Это просто секрет. Такое себе. Ну как здесь быть, что-то я пока вообще не понял. А нет, меня хотят. Крутишь мельницу? Так что-то она не крутится. Крутишь мельницу? И начинает эта штука вращаться. Вот первое положение. Угу. Hello. Окей, окей. До 20-го, наверное, также, мне кажется, дозвонят, да? Спылесосить тут точно его не вариант. Ну и что делать? Давай еще раз покрутим. Вот второе положение. Вообще ничего не происходит. Прям какое-то ограбление века надо совершить. Ну и чего? Вот светятся эти лазеры. Я тоже на них посветить могу. Дальше что? Мне кажется, причем нет никакой последовательности, в какой комнате побывать надо. Ну что, все дело вообще раскрутить надо. Ну а вдруг? Типа, чтобы она быстрее вращалась. Скорость от этого не растет. Причем тут домик? Рубильник понятно. Рубильник выключает лазеры. Стой. Не туда. Один стоит тут, второй тут. Крутим. Там у нас стенка. Домик тут вообще ни при чем, по-моему. Вот здесь стенки нет. Заходим, вырубаем.
Все, минус лазера. Оки-доки. Проверяем. Да. Ну, это ладно. Я не знаю, надо ли оставаться тут. Ну что ты не крутишься? О. Стой, сейчас может быть лазеры просто не работают. Да, все в порядке. Ключ забираем. Yes. Oh, yeah. Окей, одна комната пройдена. Oki-doki. Ну, остальные 3 комнаты мы пройдем. Это за трешак. Давай хоть мумию-то победим. Как она меня атакует с пола голову? Что за хрень? Они же до этого в песках только обитали. Иди сюда. Да ты давай только не к змея. Тут и змея, и все вместе. Ну, быстрее. Еще одна мумия лезет. Серьезно? Там еще одна мумия лезет. Ну все, вроде завалил. Ну тут ловлю на живца только. Ну. Ну, это правда будет очень долгий этаж, походу. Они отыграются прям конкретно. У меня напарника моего. Змеи еще атакуют. Бесконечные, которые. Ну все, вроде отбились. Ключ мой. И так будет с каждой комнатой, по-любому. Ладно. В следующий раз мы уже, получается, пойдем просто в соседнюю, которую я открыл. Как раз тут перед ней сохранение идет. Всё. На сегодня будем заканчивать. Спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.